Сиамская революция. Сиамская революция произошла 24 июня 1932 года. Она стала важным поворотным моментом в истории Таиланда в 20 веке. Она положила конец абсолютной монархии и привела к бескровному переходу к конституционной монархии, введению демократии. Мы должны понимать, что в результате глобальных исторических изменений, а также социальных и политических перемен внутри страны, Сиамская революция привела к разработке первой конституции и созданию национальной ассамблеи. Важно подчеркнуть, что недовольство, вызванное экономическим кризисом, отсутствием компетентного правительства и ростом числа простолюдинов, получивших западное образование, подпитывало революцию. Король Рама VII остался на троне и пошел на компромисс. Год спустя, в апреле и июне, произошли два переворота на фоне борьбы внутри правительства из-за Приди Паномионга и мятежа принца Баварадетта. С 1782 года королевством Сиам управляла династия Чакри. После 1868 года король Рама V преобразовал королевство в централизованное государство с абсолютной монархией. Монархия начала превращать королевскую и дворянскую иерархию в наиболее важный аспект политической системы Сиама. Ближе к 1880 году Рама V попросил Европу приобщить его к современной культуре и отдал явное предпочтение англосаксонской культуре Англии. В 1910-х годах король Рама VI стремился узаконить абсолютизм с помощью тайского национализма, используя западный подход, назначая в правительство более способных простолюдинов. Участие простолюдинов разочаровало аристократию и дворянство. Рама VI проводил непопулярную политику, которая ослабила влияние королевской семьи. Во время правления Рамы VI финансовое благополучие правительства было подорвано. Щедрые траты на содержание двора, неспособность контролировать коррупцию в ближайшем окружении и созданием корпуса диких тигров для пропаганды национализма в современном стиле были широко расценены как расточительство. Важно указать, что корпус «Дикие тигры» – это военизированный отряд «Личная гвардия короля». К 1920 году неумелое управление финансами и глобальный экономический спад привели к дефициту государственного бюджета. К 1925 году самые высокопоставленные личности решили потребовать значительного сокращения расходов, особенно королевской семьи. Это представляло собой смелый вызов власти абсолютного монарха и отражало серьезность финансовых проблем в Сиаме. Таким образом, критика заключалась в том, что Рама VI не был компетентным монархом и что он растратил огромный капитал. В 1912 году во время дворцового мятежа восстания, организованного молодыми военными офицерами, была предпринята безуспешная попытка свергнуть Раму VI. Их целью было свержение старого режима и заменить его конституционной системой. Восстание провалилось, и участники были заключены в тюрьму. В ответ Рама VI отказался от проведения конституционной реформы и продолжил свое абсолютистское правление. Западное образование было популярным во времена правления Рамы V, хотя оно было в значительной степени ограничено знатью и богачами. Теперь простолюдинам и представителям низшей знати были доступны новые возможности социальной мобильности. Многие из самых способных студентов, как из простых семей, так и из знати, были отправлены учиться за границу, в Европу. Получившие западное образование, простолюдины были ознакомлены не только с новейшими научными и техническими знаниями в Европе, но и с идеалами западной демократии, национализма и коммунизма. В феврале 1927 года в Париже небольшая группа из 7 военных и студентов собралась, чтобы обсудить вопрос о создании партии, призванной привнести перемены в Сиам. Стремясь избежать повторения провала мятежа 1912 года, они разработали четкий, последовательный план по изменению Сиама. Группа назвала себя промоутерами, надеясь вернуться домой и попытаться способствовать переменам. По иронии судьбы, организаторы, как и советники короля, поняли, что сиамский народ еще не готов к демократии, большинство из них неграмотные крестьяне, которых мало волнуют дела в Бангкоке. В самом Бангкоке новый формирующийся средний класс зависел от покровительства аристократии в плане получения работы и должностей. В результате они поняли, что массовая революция невозможна и возможен только государственный переворот под руководством военных.
С этой целью была создана первая политическая партия, авангардная партия, получившая название Кхана-Рат-Садон или Народная партия. Когда к концу 1920-х годов промоутеры в конце концов вернулись в Сиам, они незаметно расширили свои списки контактов, в основном используя личные связи. Приди стал преподавателем в юридической школе Министерства юстиции, где заручился поддержкой около 50 единомышленников, в основном гражданских лиц и государственных служащих, которые также хотели покончить с абсолютной монархией. Плек попытался собрать сторонников в армии. Число человек партии росло, и к концу 1931 года она достигла 102 человек. Партия была разделена на две ветви, состоящие из гражданских лиц и военных. Прайон, один из организаторов, сам армейский офицер и бывший королевский паж короля, взял на себя смелость попытаться завербовать в партию влиятельных и могущественных членов, которые также хотели увидеть конец абсолютной монархии и власти принцев. Промоутерам дали совет быть более скрытными, чтобы избежать обнаружения официальными лицами и полицией. В итоге была сформирована группа, известная внутри партии как «Четыре мушкетера». Эта группа представляла самых высокопоставленных членов партии, которые в конечном итоге стали ее лидерами. Рамос VII создал Высший государственный совет, так как он хотел создать совет, аналогичный кабинету министров, где самые важные правительственные чиновники могли бы встречаться для принятия решений по государственным делам. Рамос VII оказался благосклонным монархом, немедленно распорядился сократить дворцовые расходы и много путешествовал по стране. Он сделал себя более доступным и заметным для постоянно растущей бангкокской элиты и среднего класса, выполняя множество гражданских обязанностей. К этому времени студенты, отправленные учиться за границу, начали возвращаться, и они столкнулись с отсутствием возможностей и отсталостью страны. В 1930 году, когда биржевой крах 1929 года в Соединенных Штатах коснулся Сиама, Рамос VII предложил взимать общие подоходные налоги и налоги на имущество, чтобы облегчить страдания бедных. Данные меры были отвергнуты Высшим государственным советом, который опасался, что их состояние сократится. В итоге было принято сократить зарплату гражданским служащим, и военный бюджет вызвал недовольство большей части образованной элиты страны. В дальнейшем Рамос VII открыто признался, что он не разбирается в финансовых вопросах. Рамос VII приложил все усилия к разработке Конституции с помощью двух принцев американского советника по внешней политике Реймонда Бартлета Стивенса. Несмотря на предупреждение о том, что его народ еще не готов к демократии, Рамос VII не растерялся и был полон решимости принять Конституцию в 1932 году. Однако документ был отклонен принцами. 6 апреля 1932 года король открыл мост через реку Чао-Пхрая. Празднование было несколько приглушенным из-за опасений, связанных с предполагаемым пророчеством, относящимся ко временам короля Рамы I, которое предсказывало конец династии в день ее 150-летия. В конце апреля Рамос VII уехал из Бангкока на летние каникулы, король отправился во дворец Ван Клай Кангвон, переводится как «вдали от забот». Народная партия была готова. В то время как Рамос VII находился за пределами Бангкока, заговорщики решили выполнить план. Многие войска были хитростью введены в заблуждение, и они присоединились к заговорщикам, тем самым неосознанно приняв участие в революции. Толпа приняла происходящее за военные учения. Пхрая забрался на танк и зачитал текст Народной партии, декларацию, провозглашающую конец абсолютной монархии, создание нового конституционного государства в Сиаме. Промоутеры зааплодировали, за ним последовали военные, вероятно, скорее из уважения. Они не понимали, что происходит на самом деле. На самом деле Пхрая блефовал. Успех революции по-прежнему зависел от событий в других районах Бангкока. 13 членов королевской семьи и 12 представителей знати были арестованы, что нанесло серьезный ущерб элите. Никто, за исключением командира первого армейского корпуса, не оказал никакого сопротивления. Командир, оказавший сопротивление, был легко ранен и взят под стражу, став единственной жертвой революции. Около 40 чиновников были арестованы и содержались под стражей. Единственным исключением был министр торговли и коммуникаций. К 8:00 план был завершен, и организаторы одержали победу. Народная партия заставила знатных лиц подписать документ, в котором провозглашалась их приверженность миру и недопущению любого кровопролития. Государственный переворот практически не вызвал отклика у населения, и повседневная жизнь людей вернулась в нормальное русло до конца
дня. К вечеру 24 июня Народная партия была достаточно уверена в себе, чтобы созвать совещание высокопоставленных министров. На встрече Приди пытался убедить высокопоставленных государственных служащих поддержать Народную партию, прося их о поддержке и призывая сохранять единство, чтобы видимость неразберихи не привела к иностранному вмешательству. Приди попросил Министерство иностранных дел разослать во все зарубежные представительства документ, в котором говорилось бы, что партия привержена защите жизни и бизнеса иностранцев и выполнению договорных обязательств Сиама. Большинство военных и гражданских не оказали особого сопротивления. Привыкшие подчиняться приказам, они были не в состоянии действовать в условиях отключения всех каналов связи. Следующий этап революции был оставлен на усмотрение гражданской части партии. Приди с помощью своих сторонников распространил по столице листовки, памфлеты и радиопередачи Народной партии, поддерживающие революцию. В тексте декларации, написанном Приди, монарх подвергается резкой критике. Весь народ, когда этот король пришел к власти, люди поначалу надеялись, что он будет править, защищая их, но он, как и прежде, сохраняет свою власть над законом. Он назначает на важные посты придворных родственников и подхалимов без каких-либо заслуг или знаний, не прислушиваясь к голосу народа. Он позволяет чиновникам нечестно пользоваться служебной властью. Он наделяет особ королевской крови особыми правами, превышающими права народа. Он управляет без принципов. Дела в стране брошены на произвол судьбы, о чем можно судить по упадку экономики и тяжелым трудностям. Правительство короля обращается с народом как с рабами. Видно, что из налогов, которые выжимаются из народа, король забирает многие миллионы для личного пользования. Народная партия не желает захватывать трон, поэтому она предлагает этому королю сохранить свой пост. Но он должен подчиняться закону Конституции, чтобы управлять страной, и не может ничего предпринимать самостоятельно без одобрения собрания народных представителей. Если король ответит отказом или не ответит в установленный срок, это будет расценено как государственная измена по отношению к нации, и стране необходимо будет ввести республиканскую форму правления. Король был в курсе событий, происходящих в Бангкоке. Он играл в гольф с королевой, двумя министрами королевской семьи и несколькими придворными. Когда поступило срочное сообщение, король и принцы обсудили множество вариантов, включая бегство из страны, организацию контрпереворота или полную капитуляцию. Однако король уже принял решение. Он быстро ответил, что готов остаться на троне в качестве конституционного монарха и что он всегда выступал за то, чтобы предоставить народу конституцию. Король написал о своем решении отказаться от борьбы: «Я не могу сидеть на троне, запятнанном кровью». Король вернулся в Бангкок 26 июня. Его первым шагом было предоставление королевской аудиенции Народной партии. Когда члены совета вошли в зал, король поприветствовал их словами: «Я встаю в честь Народной партии». Это был важный жест, поскольку в сиамской культуре король всегда остается сидеть, когда его подданные выражают почтение, а не наоборот. Это привело к тому, что Приди извинился за то, что отчасти опорочил его. Король отреагировал на этот акт тем, что поставил свою королевскую печать на документе, оправдывающем всех членов Народной партии, причастных к перевороту. Затем Народная партия освободила почти всех заложников. Государственный переворот произошел в эпоху, когда большая часть населения была отстранена от политики, а политическая сфера была прерогативой военной и бюрократической элиты. Сразу после революции все было готово для немедленного принятия первой конституции Сиама. Она начиналась с заявления о том, что высшая власть в стране принадлежит всему народу. Конституция фактически лишила короля всех его древних полномочий, таких как право вето, право помилования и право даже утверждать своего собственного преемника на престол. Конституция лишила монархию полномочий, но не упразднила саму должность. Несмотря на высокие идеалы и западное образование Приди, его версия демократии столкнулась с той же дилеммой, что и версия Рамы VII. Просто страна, особенно сельское население, еще не были готовы к этому. В течение нескольких дней Народная партия превратила Сиам в однопартийное государство. Однако Народная партия продемонстрировала свою двухпартийность, когда рекомендовала назначить юриста и тайного советника первым председателем Народного комитета и, по сути, первым премьер-министром Сиама. Однако распри внутри правительства привели к первому государственному перевороту, совершенному 1 апреля 1933
года. В конце 1932 года король написал своему племяннику о своем решении вернуться в Бангкок. Мы все прекрасно понимали, что, вероятно, идем навстречу своей смерти. Многочисленные нерегулированные конституционные функции недовольство привели в октябре 1933 года к контрперевороту. Все провалилось, и хотя нет никаких свидетельств того, что король был в нем замешан, его нейтралитет и нерешительность во время короткого конфликта привели к потере его авторитета и престижа. Через 3 года после революции король отрекся от престола и покинул Сиам, чтобы никогда больше не возвращаться. Он умер в Англии в 1941 году во время Второй мировой войны. Общественное восприятие революции 1932 года менялось с течением времени. С возрождением роли монархии в 1960-х годах государство начало преуменьшать значение 1932 года. События Сиамской революции были замалчиваемы в школьных учебниках. Действия Народной партии рассматривали как преждевременные. Идеи о том, что король готовился к тому, чтобы дать народу демократию, когда он будет готов, были популяризированы.